Привет, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последних дней. И начнем сразу с Польши. Южные регионы Польши пережили сильнейший за последние десятилетия зимний шторм, который привел к транспортному коллапсу и массовым отключениям электроэнергии. Основной удар стихии пришелся на Малопольское и Подкарпатское воеводство. В Малопольском воеводстве на равнинах выпало от 5 до 15 сантиметров снега, а в предгорьях и горных районах до 25-30 сантиметров. В Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, ситуация оказалась еще тяжелее. Толщина снежного покрова местами достигала 30-35 сантиметров, а в отдельных поселениях даже 60 сантиметров. Это рекордные осадки для конца ноября, невиданные местными жителями последние 35 лет. Сильный ветер со скоростью до 60-80 км в час усилил метели, снижая видимость до нуля на некоторых участках дорог. В результате образовались огромные снежные заносы, полностью блокировавшие трассы в горных и предгорных зонах. Дороги Южной Польши превратились в ловушку для водителей. Полиция и спасатели эвакуировали десятки людей, чьи автомобили застряли в снежных завалах. Многие трассы были частично или полностью закрыты. Рейсы автобусов и поездов задерживались на часы или отменялись вовсе. В аэропорту Кракова зафиксированы задержки вылетов, а в горных районах Татар спасатели закрыли пешеходные тропы из-за лавинной опасности. Стихия нанесла сильный удар по инфраструктуре. В Подкарпатском воеводстве обледенение и падение тяжелых снежных масс привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света около 37 тысяч человек. В Малопольском воеводстве аналогичные проблемы затронули более 30 тысяч жителей. Всего по югу Польши было обесточено до 80 тысяч домов. В некоторых поселениях спасательные бригады работали в экстремальных условиях, чтобы восстановить подачу энергии. Шторм стал частью мощного арктического вторжения, затронувшего не только Польшу, но и Венгрию, Словакию, Словению и даже Пиренеи. Для ликвидации последствий стихии правительство Польши мобилизовало более 5000 пожарных и спасателей, направив их в пострадавшие районы. Разрушительный пожар, вспыхнувший вчера днем в жилом комплексе Вангфук-Корт в районе Тайпо, стал самым смертоносным происшествием такого рода в Гонконге за последние 3 десятилетия. По последним официальным данным, число погибших достигло 36 человек, еще 279 числятся пропавшими без вести. Пожар начался около 14:51 по местному времени на внешних строительных лесах 32-этажного жилого дома, где велись ремонтные работы. Пламя быстро распространилось на 7 из 8 башен комплекса, в которых расположено около 2000 квартир. Ключевым фактором столь быстрого распространения огня стали бамбуковые строительные леса и зеленая строительная сетка, которые были обтянуты здания. Эти материалы, несмотря на их традиционность для Гонконга, обладают высокой горючестью. Пожару была присвоена высшая, 5-я категория опасности. Для борьбы с пожаром задействовали более 760 спасателей. Интенсивный жар и опасные обломки сильно затрудняли проникновение пожарных внутрь зданий и на верхние этажи, где предположительно оставались заблокированными сотни жителей, многие из которых пожилые люди. Среди погибших 37-летний пожарный Хо Вай Хо, с которым была потеряна связь во время операции. Власти Гонконга обещали всестороннее расследование инцидента. Полиция уже арестовала 3 мужчин по подозрению в непредумышленном убийстве в связи с пожаром. Вулкан Безымянный, рост активности которого ученые наблюдали последние дни, явил миру мощнейшее пароксизмальное извержение. Утром 26 ноября высота пепловой колонны достигла 11 километров над уровнем моря. Это извержение стало кульминацией роста активности, которая наблюдалась с середины ноября.
Новые спутниковые снимки, сделанные аппаратом Химавари-9, запечатлели огромный шлейф пепла, протянувшийся более чем на 150 километров в сторону Тихого океана. Ученые Камчатской группы реагирования на вулканические извержения присвоили вулкану наивысший – красный авиационный цветовой код опасности. Его непредсказуемость и мощность делают его одним из самых изучаемых и опасных вулканов Камчатки. Хотя извержение впечатляет своими масштабами, оно не представляет немедленной угрозы для населенных пунктов, расположенных на безопасном расстоянии. Однако для авиасообщения в регионе введено серьезное ограничение. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. Сильный снегопад и штормовой ветер, обрушившийся на Миннесоту, привели к хаосу на дорогах и сотням дорожно-транспортных происшествий. Полиция штата сообщила о резком ухудшении условий движения и ввела ограничения на движение транспорта. По данным дорожного патруля Миннесоты, только за период с полудня 25 ноября до утра 26 по всему штату было зарегистрировано 253 ДТП. Снег, который начался с дождя и быстро перешел в сильный снегопад, сделал дорожное покрытие крайне скользким. Видимость местами падала до нескольких метров. Наиболее сложная ситуация наблюдалась на северо-западе штата. Несколько большегрузов, сложившихся пополам, заблокировали движение на межштатной автомагистрали I-94 к востоку от Мурхеда, что заставило власти полностью закрыть участок трассы между Фарго и Вэлли-Сити на несколько часов. Шторм повлиял и на авиасообщение. В аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол были отменены и задержаны десятки рейсов. Власти призвали водителей соблюдать крайнюю осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Один из самых активных вулканов мира, Килауэа на Гавайях, вновь продемонстрировал свою мощь, запустив в небо фонтаны расплавленной лавы высотой до 150 метров. Эпизод 37 текущего извержения, начавшийся 25 ноября в кратере Халле Мау-Мау, стал зрелищным напоминанием о неукротимой силе природы. Эпизод стартовал ровно в 14:30 по местному времени 25 ноября, когда из северного жерла вырвались устойчивые лавовые фонтаны высотой около 120 метров. К вечеру их высота достигла 150-180 метров, поднимая столбы пепла и газа на высоту до 4200 метров над уровнем моря. В южном кратере наблюдалось лишь слабое разбрызгивание. Предварительные оценки показывают, что за время эпизода было извергнуто около 6 миллионов кубических метров лавы. Таким был 37-й эпизод с начала текущей серии извержений, каждый из которых длится менее суток, с паузами в несколько дней. В настоящее время магматический резервуар на вершине вулкана восстанавливает давление, что позволяет предположить возможность нового извержения в ближайшие недели. Среди ярких моментов стоит отметить образование волнадо или вулканического смерча, сформированного жаром от лавы и восходящими потоками воздуха. Хотя внешне он напоминает торнадо, он имеет вулканическую природу. Интенсивные ливневые дожди, обрушившиеся на итальянский регион Кампания, принесли до 150 мм осадков в некоторых районах и вызвали сильное наводнение в городе Скафати в провинции Салерно. Хотя в самом Скафати за сутки выпало около 52 мм дождя, расположение города в уязвимой пойменной зоне привело к быстрому переполнению русел рек и каналов. Хлынувшие потоки воды вызвали значительное подтопление улиц, домов и автомобилей. Транспортное движение оказалось полностью парализовано. На дорогах возникли многокилометровые пробки и задержки в работе общественного транспорта. На пике непогоды спасатели провели экстренную эвакуацию водителей, застрявших в машинах, и жителей нижних этажей затопленных зданий. Всего было эвакуировано 47 человек. За 2 дня непрекращающихся дождей было зафиксировано свыше 250 выездов бригад для оказания помощи населению. В целях безопасности в Скафате закрыли школы.
Власти призывают жителей избегать поездок в зоны подтопления. Сильные дожди, обрушившиеся на Израиль и западный берег, вызвали внезапные наводнения и привели к серьезным нарушениям транспортного сообщения по всему региону. Особенно сильно от паводков пострадал южный регион Негев. Шоссе 40, ключевая транспортная артерия, была закрыта для движения в обоих направлениях из-за переполнения сухих русел рек. В городе Илькана спасатели эвакуировали около 10 человек, чьи транспортные средства оказались застрявшими в воде и грязи. Пострадали и городские дороги. Прибрежная равнина ушла под воду, что привело к транспортному коллапсу. Интенсивные осадки стали причиной ряда инцидентов и на палестинских территориях на западном берегу. Около Хеврона проливные дожди привели к частичному обрушению бетонной разделительной стены. В центральной части западного берега были зафиксированы оползни на дорогах. Аварийно-спасательные бригады активно работают на местах, оказывая помощь жителям затопленных домов и помогая застрявшим водителям. Власти призывают население проявлять крайнюю осторожность и избегать поездок в зоны риска до полной нормализации погодных условий. Столица Ливана, Бейрут и прилегающие к ней районы оказались во власти циклона низкого давления, который принес на восточное побережье Средиземного моря приливные дожди и вызвал масштабное затопление и транспортный коллапс. Интенсивные осадки, превысившие отметку в 30 мм за короткий период, привели к быстрому скоплению воды на дорогах и образованию ливневых паводков. Городская инфраструктура не справилась с потоком воды. Ключевые транспортные артерии, ведущие в Бейрут, оказались перекрыты. В частности, было затоплено несколько улиц и даже туннель, ведущий в международный аэропорт Бейрута, что серьезно затруднило авиасообщение и движение транспорта. Среди пострадавших объектов инфраструктуры оказалось здание Министерства труда в южном пригороде, а также местный рынок. Полиция и экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Власти призвали жителей избегать поездок без крайней необходимости и соблюдать осторожность на затопленных дорогах. Метеорологи прогнозируют сохранение нестабильной погоды в регионе, что требует от местных жителей повышенной бдительности в ближайшие дни. Сильные дожди и штормовая погода, обрушившиеся на сектор Газа, привели к критическому ухудшению и без того тяжелой гуманитарной ситуации. По данным ООН, в результате ливней повреждено или полностью уничтожено по меньшей мере 13 тысяч палаток. Во многих районах, включая Аль-Маваси в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балах, вода поднялась на 40-50 сантиметров, затопив временные жилища грязью и нечистотами из-за поврежденной системы канализации. Большая часть населения Газы, а это более 2 миллионов человек, остается перемещенной и проживает в этих хрупких убежищах. Правозащитные и гуманитарные организации предупреждают, что наводнение знаменует собой опасную эскалацию и без того тяжелого положения. А впереди еще зима. По оценкам, около 1,5 миллиона палестинцев по-прежнему нуждаются в адекватном жилье. Доставка гуманитарной помощи остается ограниченной из-за израильских ограничений на ввоз необходимых материалов. Под ограничения попали в том числе палатки, брезент и инструменты. Затопленные лагеря превратились в болото из грязи и сточных вод. Это, в свою очередь, резко увеличивает риск распространения инфекций и заболеваний, таких как холера и гепатит, особенно среди детей, ослабленных голодом. Обширная песчаная буря, спровоцированная прохождением холодного фронта, обрушилась на северо-западный регион Китая. Буря затронула обширные территории, включая провинции Ганьсу, Синьцзян, внутренняя Монголия, Нинься и Шэньси. По данным местных СМИ, тонны песка засыпали города в регионе, а видимость в некоторых районах снизилась практически до нуля. Несмотря на то, что северо-запад Китая расположен на окраине засушливых регионов и подвержен песчаным бурям, их возникновение в конце ноября является нетипичным для этого времени года.
Метеорологи связывают возникновение стихии со столкновением холодного фронта с сухими и теплыми воздушными массами. Это, в свою очередь, привело к образованию сильных ветров, способных поднимать огромные объемы песка и пыли из пустынных районов. Власти пострадавших регионов отменили спортивные мероприятия и мероприятия на открытом воздухе и рекомендовали населению по возможности оставаться дома. Внезапный всплеск сейсмической активности в Колумбии привел к неожиданным взрывам внутри главного кратера вулкана Пурасе, входящего в вулканическую цепь Лос-Кокунукос на юго-западе страны. По данным Колумбийской геологической службы, вулкан произвел выбросы пепла на высоту до 1700 метров над вершиной. Несмотря на усиление активности, уровень вулканической опасности остается на второй отметке из 4. Это означает, что вулкан активен, и изменения в его поведении требуют тщательного мониторинга, но не представляют немедленной критической угрозы. Ученые предупреждают, что активность может усилиться в любой момент, а выпадение пепла может затронуть близлежащие города, окружающие вулканическую систему Пурасе Лос-Кокунукос. Жителям и туристам настоятельно рекомендовано не приближаться к кратеру вулкана и следить за официальными сообщениями. В ряде регионов королевства Саудовская Аравия в последние дни наблюдались нестабильные погодные условия, принесшие грозы, ливни, град и сильные ветры. Национальным центром метеорологии были выпущены предупреждения различного уровня опасности, в том числе красный уровень для некоторых районов. Наибольшее воздействие стихии оказало на северные приграничные и западные регионы – Эль-Джауф, Табук, Хаиль, Медина, Мекка и Эль-Баха. В этих районах прошли умеренные и сильные дожди, которые в сочетании с горным рельефом привели к возникновению внезапных наводнений в сухих руслах рек. Грозы сопровождались выпадением града и сильными порывами ветра, который привел к образованию пыльных и песчаных бурь, серьезно снизивших видимость на дорогах. Главное управление гражданской обороны призвало население оставаться в безопасных местах и избегать долин и затопленных территорий. Эти погодные условия стали частью более широкой полосы нестабильной погоды, затронувшей Аравийский полуостров и соседние страны в конце ноября. На данный момент информации о серьезных разрушениях или пострадавших не поступало, однако экстренные службы следят за развитием ситуации. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова, подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.